Его лазаревые фасады протянулись на 300 метров. Северный корпус увенчан 5 золочеными куполами дворцовой церкви. Пилоны и ворота Екатерининского дворца созданы по проекту Растрелли. Ворота выковал мастер Яков Волков с мастерами сестрорецких оружейных заводов. Работы были закончены к 1761 году. С 1748 года по 1756 год строительство царско-сельской резиденции возглавлял обер-архитектор императорского двора Растрелли. 10 мая 1752 года Елизавета Петровна подписала указ о капитальной перестройке старого здания, и уже 30 июля 1756 года Растрелли демонстрировал свое новое творение венценосной заказчицы и иностранным послам. Чтобы он видел. Дворцовые фасады Растрелли украсил фигурами атлантов, львиными масками и другими лепнинными украшениями, выполнены по моделям скульптора Дункера. На позолоту наружных и внутренних украшений ушло около 100 килограммов червонного золота. В 1752-56 годах при перестройке Большого царско-сельского дворца Растрелли расположил парадную лестницу в отдалении от въездных ворот, в южной части здания, увенчанной куполом со шпилем. В царствовании Екатерины II парадная лестница Растрелли была уничтожена, и вместо нее, по воле венценосной хозяйки царского села, Камерон возвел новую лестницу красного дерева в центре дворца. В 1860-63 годах лестница вновь подверглась перестройке. Архитектор Манигетти исполнил ее в мраморе, решил в стилистике рококо и украсил сквозными резными балюстрадами и фигурными вазами. Парадная лестница занимает всю высоту и ширину дворца и освещается с востока и запада окнами, расположенными в 3 яруса. Белые мраморные ступени поднимаются с 2 сторон к средней площадке, с которой 4 марша ведут на 2-й этаж. На стенах интерьера, украшенных лепным орнаментом, размещены декоративные вазы и блюда китайского и японского фарфора XVIII-XIX веков, в память о располагавшемся здесь в середине XVIII века китайском зале. Большой зал или светлая галерея, как его называли в XVIII веке. Самое большое парадное помещение дворца, созданное по проекту архитектора Растрелли в 1752-56 годах. Этот нарядный зал площадью более 800 квадратных метров предназначался для проведения официальных приемов и торжеств, парадных обедов, балов и маскарадов. Окна большого зала, занимающего всю ширину дворца, выходят на обе его стороны. Летом интерьер пронизан солнечным светом, играющим на позолоте в течение всего дня. Элементы пышного барочного декора создают иллюзию безграничного пространства. Чередование больших окон с зеркалами зрительно расширяет границы зала, а плафон, окруженный живописной колоннадой, раскрывает пространство в высоту. Скульптурная и орнаментальная резьба большого зала, сплошным узором покрывающая плоскости стен, была выполнена по эскизам Растрелли и моделям скульптора-декодера Дункера 130 русскими резчиками. Первоначальный живописный плафон был написан в 1752-54 годах по эскизу Валериани
известного венецианского художника-декоратора, приехавшего в Россию по приглашению Растрелли. Плафон состоял из 3 самостоятельных композиций, изображающих аллегорию России, аллегорию мира и аллегорию победы. В 1790-х годах из-за деформации перекрытия плафон Валериани сняли и перенесли в дворцовые кладовые. А в 1856-58 годах художники Вундерлих и Франчиоли создали новую композицию – аллегорическое изображение науки, искусства и трудолюбия, прославляющее достижения современной им России. Этот плафон погиб в огне пожара во время войны. В 1953-54 годах при реставрации Михайловского замка в Санкт-Петербурге были обнаружены боковые части плафона Валериани «Аллегория мира» и «Аллегория победы», считавшиеся утраченными. Благодаря этой находке было решено воссоздать плафон в первоначальном виде. По авторским чертежам Растрелли и сохранившимся фрагменту был восстановлен сгоревший во время войны наборный паркет из мореного и светлого дуба. Рядом с большим залом расположена кавалерская столовая, также созданная по проекту Растрелли. Размеры ее невелики. Поэтому на стенах архитекторы разместили зеркала и ложные зеркальные окна, что сделало зал просторнее и светлее. Решение интерьера характерно для стиля барокко. В нем доминирует золоченый резной орнамент из стилизованных цветов и раковин. Великолепны позолоченные композиции над дверьми, десюттепорты. Украшением кавалерской столовой является многоярусная изразцовая печь с кабальтовой росписью, колоннами и нишами. В 1780-х годах, когда тогдашняя хозяйка дворца Екатерина II переехала в новые апартаменты, созданные Камероном, в кавалерской столовой проводились небольшие вечерние собрания и изредка давались комнатные балы. Миновав парадную лестницу, мы попадаем в белую парадную столовую, которая некогда предназначалась для торжественных обедов и вечерних кушаний императрицы в узком кругу приближенных. В центре зала овальный стол с изящным сервизом, изготовленным на знаменитой Менсейской фарфоровой мануфактуре. Этот сервиз числился в дворцовых кладовых уже в елизаветинскую эпоху и, несомненно, украшал парадные столы во время торжественных обедов императрицы. Стены зала украшены натюрмортами Гроотта, частью большого цикла, созданного придворным живописцем в 1740-х годах для царскосельского павильона Монбижу. Живописный плафон «Триумф Аполлона» XIX века дополняет декоративное решение интерьера. Оформляя залы Большого царскосельского дворца, Растрелли стремился к максимальному разнообразию архитектурно-декоративного решения его интерьеров. В отделке двух расположенных одна за другой малиновой и зеленой столбовых зодчий применил оригинальные для того времени материалы. Затянутые белым штофом стены он украсил прозрачными стеклянными пилястрами, столбами, с подложенной под стекло малиновой и зеленой фольгой, которые дали название комнатам. В центре зала ламберный стол с уникальным шахматным гарнитуром китайской работы XVIII столетия. Здесь же находится секретер,
выполненный немецким мастером-мебельщиком. Потолок столбовой некогда украшал живописный плафон «Отдыхающий полководец внемлет призыву муз», исполненный итальянским художником XVIII века Торелли. И зеленая столбовая при Екатерине II служила буферной, в которой хранились столовое серебро и фарфор. Поэтому часть помещения была отгорожена ширмой, выполненной в 1770-х годах в готическом стиле. При реставрации зала, уничтоженного во время Отечественной войны, было принято решение не восстанавливать перегородку и вернуть зеленой столбовой тот облик, который был задуман Растрелли. Парадный зал Большого царско-сельского дворца, получивший свое название благодаря оригинальной отделке живописным полотнам, размещенным в нем по принципу шпалерной развески, был создан по проекту Растрелли в 1750-х годах. Площадь картинного зала, простирающегося на всю ширину здания, составляет около 180 квадратных метров. Основная часть царско-сельской коллекции живописи, представленная в зале, была приобретена по распоряжению Екатерины Петровны в 1745-46 годах в Праге и Гамбурге художником Гроотом. В нее вошли произведения западноевропейских мастеров XVII – начала XVIII века, в том числе архитектурные композиции, а также картины французских и итальянских художников. К картинному залу примыкает малая белая столовая, с которой начинались личные покои императрицы Елизаветы Петровны, а позднее Екатерины II, в свою очередь передавшей их любимому внуку, великому князю Александру Павловичу, будущему императору Александру I. Отделка столовой была выполнена по проекту архитектора Растрелли. Стены покрывал белый штоф в разных золоченых рамах. Двери украшали выполненные по моделям скульптора Дункера в виде сложных композиций с охотничьими трубами, колчаном, орлом с распростертыми крыльями, гирляндами с цветами и так далее. Дополняли интерьер печь с гамбургскими изразцами, зеркала в резных золоченых рамах и наборный паркет – традиционные элементы барочного декора. Созданная по проекту архитектора Растрелли в 1752-56 годах китайская гостиная Александра I относилась к личным императорским покоям. Ее интерьер выделялся среди комнат золотой анфилады дворца шелковой отбивкой стен с росписью акварельными красками в китайской манере. В остальном отделка следовала общему стилю парадных залов.
На стены висят портреты Петра I, Екатерины I, их дочерей Анны и Елизаветы, и императрицы Анны Иоанновны, портрет императора Петра II, кисти Людена, портрет Екатерины II. Буфетная относилась к личным покоям императрицы и до 1761 года составляла часть уборной на половине Елизаветы Петровны. В середине XIX века комната была разделена белой штофной перегородкой, за которой во время приемов устраивался служебный буфет для сервировки столов. Из зеленой столовой начинаются личные покои в северной части дворца, созданные в 1770-х годах по указу Екатерины II для великого князя Павла Петровича и его первой супруги Натальи Алексеевны. Эти помещения возникли на месте висячего сада, огромной террасы, сооруженной растрелли. Архитектурно-художественное убранство новых интерьеров в 1779 году выполнил Камерон. Нежно-зеленые стены столовой покрыты белым лепным орнаментом на мотивы росписей античных вилл. Среди фрагментов классической архитектуры греческих ваз и виноградных лоз выделяются фигуры юношей и девушек в античных одеяниях. Мы покидаем Екатерининский дворец и выходим в Екатерининский парк.